Всем привет! Все знают, что базилик способен добавить блюду особенный аромат, но немногие до конца понимают, насколько он полезен для здоровья. Сама трава, как и эфирное масло, используется для борьбы с большим количеством недугов, что делает базилик одним из самых эффективных лекарственных трав, известных в мире. Что такое базилик? Полезные свойства базилика, доказанные наукой, и противопоказания. Смотрите видео до конца, а мы будем говорить о базилике все. История базилика. Культивирование базилика берет начало в Древней Индии, первичное название специи – туласи. Историки утверждают, что египтяне использовали базилик в обрядах жертвоприношений. Археологи фиксируют наличие базилика в гробницах богатых людей и даже фараонов. Базилик укоренился в мировых кулинарных практиках и встречается во всех кухнях мира. Выведено более 70 сортов растения, каждый из которых отличается оттенком, пищевой ценностью и вкусовой палитрой. Что такое базилик? Базилик душистый является довольно распространенной пряной травой семейства яснотковых, в которые также входят розмарин, мята и орегано. Растения рода базилик травянистые, с большими зелеными листьями около 5 см в длину. Сезон сбора выпадает на летние теплые месяцы, тогда базилик можно встретить в большом количестве на всех фермерских рынках. Базилик – это важное лекарственное растение, которое используется в традиционной медицине ни одного народа на юго-востоке Азии и в Индии. В Индии базилик священно часто называют туласи. Аюрведа использует это растение для создания более 300 разновидностей лекарственных средств, среди них чай, тоники, настойки и мази. Если сравнивать полезные свойства фиолетового и зеленого базилика, то они не особо отличаются. Оба вида помогают эффективно очищать организм, могут использоваться в качестве лекарственных препаратов при различных воспалениях и проблемах с ЖКТ. 13 полезных свойств базилика, доказанные наукой. Обладает антиоксидантными свойствами. Окислительный стресс – состояние организма, развивающееся на фоне воздействия токсинов, неблагоприятных факторов окружающей среды, радиации. Защититься от окислительного стресса можно. Для этого следует ввести в рацион продукты, богатые антиоксидантами. Базилик является чрезвычайно ценным продуктом, так как оказывает не только антиоксидантным, но и омолаживающими свойствами. Эфирное масло базилика насыщено антиоксидантами, которые защищают структуру ДНК и все клеточные элементы от негативного воздействия свободных радикалов, борется с воспалением. В базилике присутствует мощное эфирное масло, среди них эвгенол, цитронеллол и линолол. Результаты исследования показывают, что эти масла, замедляющие работу ферментов, помогают снять воспаление, которое является причиной большинства заболеваний, например, ревматоидного артрита и воспалительных заболеваний кишечника. Обладает противоопухолевыми свойствами. Журнал «Питание и рак» опубликовал результаты клинических исследований, указывающих на то, что фитохимические вещества базилика эффективно подавляют рост клеток, характерных для рака полости рта, легких, химически индуцированного рака кожи. В ходе наблюдений было установлено, что под воздействием активных фитосоединений происходит апоптоз клеток рака, полностью блокируется механизм распространения опухолей. Существует мнение, что противораковый эффект реализуется за счет высокой антиоксидантной активности базилика. Ученые предполагают, что вскоре экстракт базилика войдет в состав комплексной противораковой терапии и является натуральным антибиотиком. Эфирное масло базилика способно защитить от роста болезнетворных бактерий. В ходе исследований экстракт продемонстрировал способность подавлять устойчивые штаммы бактерий, которые не реагируют на лечение антибиотиками. Когда ученые исследовали антибактериальное действие масла базилика на штаммы кишечной палочки и других бактерий, присутствующих у пациентов с инфекциями, они обнаружили, что масло эффективно борется с этими штаммами и замедляет рост организмов. Результаты позволили ученым заключить, что антибактериальные свойства масла могут быть эффективны в борьбе с заболеваниями и инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.
обладает противовирусными и противогрибковыми свойствами. Исследования показали, что эфирное масло базилика наряду с антимикробной активностью способно подавлять рост и распространение вирусов, плесневых и дрожжевых грибов. Применение базиличного экстракта помогает защититься от кандидоза разной локализации, успокоить раздраженные участки. Борется со стрессом. Базилик считается натуральным, эффективным адаптогеном, продуктом, который помогает организму справиться с психоэмоциональным стрессом, нейтрализовать разрушительные последствия нервного перенапряжения. Например, ученые организовали эксперимент с лабораторными кроликами. Ежедневно животные испытывали высокий уровень стресса, связанный с постоянным воздействием негативных внешних факторов. В течение 30 дней испытуемых кроликов кормили листьями базилика. В результате у животных была зафиксирована нормализация сердечно-сосудистой и дыхательной деятельности. Помимо этого, анализы показали снижение уровня сахара в крови и повышение антиоксидантной защиты. Помогает при сахарном диабете снизить сахар в крови. Соединение в составе базилика способствует снижению уровня глюкозы в крови и воспалению, предотвращая развитие диабета и других симптомов метаболического синдрома. Кроме этого, эфирное масло этого растения снижает уровни триглицеридов и холестерина, которые у пациентов с диабетом часто повышены. Стимулирует иммунную защиту организма. Тот факт, что организм реагирует на базилик усиленным иммунным ответом, подтвержден множеством экспериментов. Например, в ходе эксперимента участники с диагностированным гепатитом и энцефалитом получали ежедневно по 10 грамм водного экстракта базилика. В результате испытуемых с гепатитом отмечалось улучшение самочувствия через 14 дней. В группе с энцефалитом выживаемость увеличилась через 4 недели, в отличие от выборки, получавшей дексаметазон. Применение базилика в терапии больных бронхиальной астмой показало, что смягчение симптомов заболевания наблюдается уже через 3 дня после начала приема высушенных листьев базилика в дозировке 500 мг трижды в сутки. Реализует нейрокогнитивный эффект. У всех испытуемых, независимо от пола и возраста, получавших базилик, отмечались выраженные нейрокогнитивные эффекты, улучшение настроения, когнитивных процессов. Рандомизированное плацебо-контролируемое исследование показало ускорение мыслительных реакций, улучшение кратковременной памяти, повышение концентрации внимания. Позитивные результаты фиксировались со 2-й недели эксперимента. Способствует сердечно-сосудистому здоровью. Базилик способен помочь предотвратить опасную агрегацию тромбоцитов, слипание тромбоцитов, которые могут образовывать тромбы в артериях и вызывать остановку сердца. Он также может уменьшить воспаление, которое может вызвать сердечно-сосудистые заболевания, поддерживает функцию печени и помогает детоксикации организма. Исследование, опубликованное в Journal of Medical Food, показало, что когда больным крысам давали экстракт базилика в течение 5 дней, у них наблюдалось значительное улучшение выработки детоксицирующих ферментов, повышение антиоксидантной защиты и уменьшение накопления жира в печени, которое может вызвать нарушение функций печени. Помогает подшелачивать организм и улучшить пищеварение. Было показано, что эта трава может улучшить пищеварение и иммунитет, помогая полезным бактериям размножаться в микрофлоре кишечника, а также уменьшая количество вредных бактерий, которые могут вызвать заболевания. Может действовать как природный афродизиак. В Италии не одно столетие базилик называют символом любви. Считается, что его аромат способен повысить либидо. Вероятно, это связано с увеличением кровотока и энергии, возникающим после снятия воспаления. В индуизме и аюрведе туласи называют эликсиром жизни. Он используется для поддержания сексуальной функции и улучшения настроения. Противопоказания. Как и любая растительная пища, базилик имеет ряд противопоказаний. Какие-то запреты являются условными и временными, но есть ситуации, в
которых это растение лучше совсем исключить из собственного рациона. К противопоказаниям относят индивидуальную непереносимость растения, острый период пищевой аллергии на другие раздражители, период острого кишечного расстройства, восстановительный период после инфаркта и инсульта, беременность и период лактации, детский возраст до 6 лет, обострение гипертонической болезни, эпилепсия. Любые хронические и острые заболевания могут стать причиной нежелательных реакций со стороны организма при употреблении нового продукта. Поэтому стоит проконсультироваться с лечащим врачом на предмет допустимости включения в рацион этого пряного растения, если имеются патологическое состояние или диагностирована хроническая болезнь. Впоследствии базилик, благодаря своим целебным свойствам и широкому использованию в кулинарии, уже сам себе создавал доброе имя. Сегодня с помощью базилика люди научились решать ряд физических и психологических проблем, и перечень подтвержденных лечебных возможностей травы со временем только растет. На этом наш ролик заканчивается. Напишите в комментариях, какую тему хотите следующий ролик. Я буду только рада за вашу обратную связь. До новых встреч!